Когда сотрудники лаборатории впервые включили запись с камеры, установленной внутри гроба, они ожидали увидеть лишь очередной материал для научного архива. Однако уже через несколько секунд один из исследователей вскочил со стула и потребовал остановить трансляцию. На экране происходило то, чего не должно было происходить. Человек, которого 2 дня назад признали умершим, начал двигаться. История началась задолго до этого страшного вечера. Алексей Воронцов родился в состоятельной семье и с детства привык к тому, что его близкие постоянно заняты делами. Отец, Сергей Воронцов, владел сетью гостиниц на побережье и увлекался поиском старинных рукописей, монет и других исторических ценностей. Мать Алексея была известным врачом. Она много лет работала в областной клинике, но тяжелая болезнь оборвала ее жизнь, когда сыну исполнился 21 год. Через несколько лет Сергей снова женился. Его новой супругой стала Ирина, а вместе с ней в доме появилась ее дочь Полина. Сначала Алексей воспринимал обеих женщин как чужих, но Полина быстро доказала, что относится к нему совершенно искренне. После смерти Сергея Алексей остался наследником большого состояния. Он продолжил отцовский бизнес, однако вскоре понял, что не хочет всю жизнь жить в столице. Молодой человек переехал в город Береговой, где находился старый семейный дом. За короткое время Алексей восстановил местную библиотеку, помог школе купить оборудование, оплатил ремонт поликлиники и учредил стипендии для талантливых подростков. Именно поэтому известие о его смерти стало настоящим потрясением. Полина приехала к брату и обнаружила Алексея на полу спальни. Дверь оказалась незапертой, а сам мужчина не подавал признаков жизни. Врачи, приехавшие по вызову, пытались вернуть его к жизни, однако вскоре объявили, что Алексей умер. Самое странное заключалось в том, что точной причины смерти никто назвать не смог. Медики рекомендовали вскрытие, однако Полина вспомнила, что несколько лет назад у Алексея обнаружили незначительные нарушения сердечного ритма. Она показала старые медицинские документы и предположила, что именно сердце могло не выдержать. Кроме того, брат много раз говорил ей, что не хочет, чтобы после смерти его тело подвергали вскрытию. Полина уважала его желание и отказалась от процедуры. В тот же вечер она стала искать способ достойно почтить его память и случайно нашла информацию о научном центре, где проводились исследования посмертных изменений организма. Ученые использовали специальные датчики и камеры, чтобы фиксировать происходящее после захоронения. Полина решила, что Алексей, который всегда поддерживал науку, наверняка одобрил бы такой поступок. За участие полагалась компенсация, но девушка попросила перечислить ее в городской приют для детей. На следующий день состоялись похороны. На кладбище пришло столько людей, что свободного места почти не осталось. После церемонии специалисты незаметно закрепили внутри гроба маленькую камеру с автономным питанием. Она должна была включаться каждый вечер в 9 часов и передавать изображение в лабораторию. В лаборатории сотрудники тем временем подготовились к первой записи. Ровно в 9 часов изображение появилось на мониторе. Несколько минут ничего необычного не происходило. Затем камера зафиксировала движение. Один из ученых сначала решил, что причиной стала неисправность устройства, но через мгновение стало видно, как пальцы Алексея сжались. Затем мужчина резко вдохнул и попытался поднять голову. Они немедленно сохранили видео и вызвали полицию, понимая, что человек может погибнуть, если помощь не будет оказана немедленно. Правоохранители вместе со специалистами приехали на кладбище, вскрыли могилу и обнаружили Алексея живым. Он находился в тяжелом состоянии и почти не мог говорить, но врачи успели доставить его в больницу. Через несколько дней мужчина пришел в себя и рассказал следователям, что помнит события перед тем, как потерял сознание. Незадолго до этого Алексей заметил, что Ирина стала слишком часто интересоваться его коллекцией. Она спрашивала, где он хранит редкие монеты,
кому собирается их продавать и сколько они стоят. Алексей не доверял ей настолько, чтобы раскрывать подробности, поэтому заранее вывез самые ценные предметы из дома и спрятал их в банковской ячейке. Именно поэтому Ирина ничего не нашла. Но следствие интересовало другое. Почему женщина вообще стала подозреваемой? Ответ появился уже на следующий день, когда полиция приехала к ней домой. Ирина встретила офицеров с натянутой улыбкой. Она сразу спросила, есть ли у них разрешение на обыск, а затем попыталась закрыть входную дверь. Когда ей сообщили, что полиция расследует обстоятельства смерти Алексея, женщина заметно изменилась в лице. Она начала говорить слишком быстро и утверждать, что ничего не знает. Однако следователи уже располагали записью с камеры и результатами экспертизы. Под давлением доказательств Ирина призналась. Она рассказала, что хотела завладеть коллекцией пасынка. В тот вечер она подмешала ему в напиток сильное снотворное, рассчитывая, что он уснет и не сможет помешать обыску. Женщина искала ценности несколько часов, но ничего не обнаружила. Тогда она вернулась в спальню и попыталась заставить Алексея рассказать, где спрятаны редкие предметы. Он уже не отвечал. Ирина решила, что лекарство оказалось смертельным, и испугалась последствий. Чтобы скрыть следы, она использовала старые сведения о проблемах с сердцем и подготовила поддельные бумаги, которые должны были убедить врачей в естественной смерти. Затем она рассказала Полине о сердечном приступе и настояла, чтобы та отказалась от вскрытия. Ирина была уверена, что ее план сработал. Но она не знала о научном эксперименте и не могла представить, что установленная в гробу камера однажды покажет самое важное доказательство. После признания женщина попыталась оправдаться. Она заявляла, что не хотела убивать Алексея и лишь собиралась забрать коллекцию. Однако следователи напомнили ей, что именно ее действия привели к тому, что живого человека похоронили. Суд признал Ирину виновной и назначил ей тюремный срок. Полина долго не могла принять правду о собственной матери. Она винила себя за то, что поверила ее словам, хотя сама не знала о преступлении и лишь хотела исполнить волю брата. Алексей после выздоровления не стал обвинять сестру. Он понимал, что именно ее решение передать его тело исследователям в итоге спасло ему жизнь. Через несколько месяцев мужчина вернулся в Береговой и продолжил заниматься благотворительностью. Однако теперь он гораздо внимательнее относился к людям и больше не доверял тем, кто проявлял интерес к его состоянию. А ученые, установившие камеру ради обычного эксперимента, получили доказательства того, насколько непредсказуемыми иногда оказываются результаты даже самой простой научной работы. Маленькое устройство, которое должно было лишь фиксировать посмертные изменения, стало причиной спасения человека и помогло раскрыть преступление. Дорогие зрители, как бы вы поступили на месте Алексея? Смогли бы простить мачеху после такого поступка или считали бы, что она должна понести самое суровое наказание? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.